Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Сегодня тут решил маленечко поменять, так чуть-чуть попереставил, посмотрю, как получится, может лучше будет. Итак, сегодня второе из трех запланированных процессов бритья с бритвой Колибри. Сегодня должны быть головы 0,8 и 1,1. Третье я планирую 1,3, 1,3 открытых, закрытых. Плюс сегодня еще одно нововведение, которое я решил сам для себя попробовать, мало ли вдруг проканает. Я сегодня в качестве автошейва хочу взять не впервые, уже было. Вспомните хотя бы королевский шипр, но одеколон. Что, как, куда, почем, сколько, вы на крупный план смотрите, все рассматриваете. Я начинаю, вы догоняете. Предметы нашего сегодняшнего обзора и обо всем по порядку, как обычно. О мыле по мазке и автошейве коротенько, потому что сегодня будет не о них речь. Мыло. Сегодня взял еще одно свое любимое, которое я всегда любил, уважал и уважать буду, потому что нравится. О нем может кто угодно и что говорить, но для них это важно, для меня нет, потому что мне это мыло нравится чертовски. До сих пор уверен, и никто меня не разубедил, что это мыло делает не сама компания Rockwell Brothers, потому что с нуля вот так сразу такое мыло с таким ароматом сделать это нереально. За этим мылом чувствуется опыт, школа и, скажем так, 80-й уровень. То есть мыла звезд неба не хватает, но какое же оно вкусное, какое оно приятное в работе, именно поэтому я и ценю это мыло для себя лично. Лежит у шкафчику, никому не отдам, классная, хорошая штука. Помазок. Помазок масетушка. Масетушку сегодня захотел выгулить, потому что мыло такое, вот как вот так тырц, пускай ему тут места мало будет, но загрузить будет хватит, но зато потом на лице как же все это оторвется. При его тут распушенности 32 мм, он так-то в душе он всего 30-очка, ну и вес 91 грамм, повышенная плотность набивки. Я думаю, что сегодня вместе с этим мылом отдохну. А чтоб мешать, ничего нам отдыхать не мешало, сегодня решил попробовать еще одну штуку, ребята. Это John Varvatos Artisan Pure. Почему его? Ну, одеколон и одеколон. Но в конце концов, одеколон вместо автошейва я же уже использовал и не единожды. Вспомните хотя бы тот же шипр королевский, что-то еще. А этот именно выбрал. Ну, знаете, у него короткий шлейф. Уходит достаточно быстро. Это один из его недостатков, но и несущественный. За тот аромат, который он дарит, и за тот праздник, который после него в душе. Но, ребята, не грех и на шлейф как-то подзабить маленько. А появился этот замечательный продукт и прямо из Германии. Ярослав, спасибо тебе огромное. Каждый раз, когда беру эту пузырявочку объемом 75 мл в руки, ну прям по кайфу. Вещь хорошая. Деревянная пробка, деревянная подставочка, бутылочка, посмотрите, какая в виде фляжки. Оплетено все вот такими вот штуками. По цене, ребят, смотрите по объему. Этот 75 мл, 2,5 унции, да? Да. Поэтому сколько, фиг его знает, кто как норовется. Насколько я понимаю, его сейчас раскручивают и частенько его просто сметают с полок. Вот сегодня вместо автошейва он и будет. А теперь бритва. 1.5 и 1.3 мы с вами уже пробовали. Сегодня же есть желание достать 1.1 и 0.8. Памятая, чего вы там мне напожелали, я вот такую штуку взял. Ну, глазки не те, ребята. Боюсь прозевать, поэтому как бы ну его нафиг. Да, вот она, 1.1. И в базе у нас здесь стоит, насколько я помню, 0,8. Да, совершенно верно, 0,8. Поэтому вот две эти плиты сегодня и зарядим. Так, немного подумав, я все-таки решил, наверное, расположить лезвие именно вот в таком порядке. Почему? Потому что 1.1 она только-только вышла с малокомфортного для меня диапазона среднеагрессивных плит, но до 1.18, до 1.2 еще не дотягивает, поэтому здесь вполне себе можно поставить жилет Platinum, лезвие, которое я знаю как и достаточно острое, и достаточно деликатное. Ну а 0.8 она только-только, вот по моей классификации, только-только зашла в диапазон средней агрессивности. И здесь хотелось бы поставить что-то мягонькое. Ну а Wilkinson Sword,
Но он для меня был всегда чрезвычайно деликатным, хотя и по остроте-то он немного уступает другим лезвиям. Это, скажем так, вот если брать, вот здесь где-то РПЛ поставить, да, вот я бы их так и расположил, то есть жилет Platinum, потом Wilkinson Sword и РПЛушку вот здесь бы, наверное, воткнул. Поэтому вот именно в таком порядке давайте и поставим. Ну и еще раз хочу напомнить, для тех, кто спрашивал, будет ли работать без шайбы, ребят, ну конечно будет. Вот видите. Давайте я вам покрупнее сделаю, даже чтобы... Вот видите, тырц. Все. Все у нас тут закручивается, никуда не култыхается. Чтобы вам как-то дополнительно ориентироваться, вот диаметр этого паза 10 миллиметров. Так. Ставим лезвие. Все у нас заподлицо, все ровненько. Накручиваем, без шайбы. Все. Один готов. Ну и теперь следующий, но уже, конечно, с шайбой. Это у нас будет 0,8. Лезвие легло хорошо. Устанавливаем. Получилось. Ну и вылет сверху. Все ровненько, аккуратненько. Вот этой красотой сегодня и побреемся. Вы знаете же, наверняка, как кошки ходят и фибрисами где-нибудь что-нибудь натирают, потому что, ну, это их территория, они как бы ее метят. Так, ну, потерлась и все. Об тебя, ты ее, об косяк, косяк ее. Ну, вот сейчас камеру выставляла, эта мартышка, треногу трет, у меня камера скачет, а ей пофигу мороз, да? Пофигу мороз. Ну, вот, всем кошатникам привет передала, и давай, беги уже. Кстати, кто спрашивал, это кошка Сомали. Ответ, окрас сорель. Вот такая вот у нас сорелечка. Ну все, Лизоньке привет передала, всем кошатникам передала. Все, иди гуляй. Я сейчас только что нанес гидрофильное масло. Какое? Пока не буду говорить, пока еще рано. Но по ароматической композиции оно уже завершено, по составляющим завершено тоже. Сейчас, наверное, все-таки тестовые испытания, как оно сработает, не сработает. Пока из тактико-технических я могу сказать, что обалденный запах. И как их хорошо, как любое гидрофильное масло, оно смывается с рук. То есть не мыл, ничего не надо, водой просто сполоснул, да и все. Это масло задумывалось при помощи и подаче одного небезызвестного нам человека, с которым как-то довелось так, что прям разосрались. И как часто бывает в жизни, уже и зло, и досада, и всякие там, вот это все прошло, уже ничего нету, нифига. А масло осталось. Вот видите, что. Ты на человека зла уже не держишь, уже все нормально, все хорошо. А вот когда-то что-то как-то получилось, и вот сейчас, глядишь, это и выйдет. И людям радость все-таки будет приносить. Я все к тому, что если получается как-то у вас там с кем-то рассраться, поссориться, ребят, не это, пройдет, забейте. Все будет нормально, все будет хорошо. Итак, пока масло кушает, я намочил помазок. И давайте, наверное, свое мыло, одно из любимых, открою. Понимаете, мыло в моих глазах настолько сбалансированное, настолько изящное, настолько интересно игривое. И вот в сегодняшнем видео оно, наверное, даже будет еще и в тональности к автошейву. Здесь как-то вот, ну вот, сразу.
вот так вот меня корежит, когда что-то нравится. Понимаете, здесь как-то сделано интересно, что оно, с одной стороны, может почудиться, что оно барбарское, а с другой стороны, какие-то летние весенние нотки с привкусом чего-то, они все-таки здесь присутствуют. И каждый раз, когда я вот ощущаю это мыло, оно своим запахом радует, оно приносит что-то светлое в душу, когда ты бреешься. И все бы это было незаметно, печально, грустно, если бы оно не брило. Так оно зараза еще и бреет, прикиньте. То есть вот к этому мылу вот у меня лично претензий ноль. Вообще от слова совсем. И хочу еще раз сказать, что все-таки я уверен, что по неподтвержденным данным, это мыло Роквелл где-то у кого-то заказал. Они сами не колятся, ничего не говорят. Где-то каких-то терок на форумах за эту тему я тоже не слышал. Но вот моя уверенность, она практически на 99%. Если когда-нибудь выяснится, что они это сделали сами, я не поверю. Скажу пруфы в студию. Итак, помазок загрузили. Пускай немного, я его делал на сухую, видите, здесь вот, прям деревяха. И сейчас компресс, ну и будем пену делать. Хорошо. Этот человек, про который я вам говорил, он делает нанесение масла несколько по-другому. Он несколько капель наносит, пока набирает пену, потом все тщательно смывает с лица. Я же хочу маленечко попробовать по-другому. Вот сейчас вот этот влажный компресс, я думаю, что он частично масло-то убрал. И вот прямо вот на такое лицо я сейчас хочу пойти пеной. Поможет мне это? Будет хорошо или плохо? Не знаю, но вот мне почему-то хочется, чтобы чуть-чуть вот этого маслица здесь оставалось. Так как оно гидрофильное и хорошо смывается водой, я не думаю, что оно забьет помазок. Я не думаю, что оно как-то повлияет на создание пены. Но, возможно, тот человек был прав. Нужно именно смывать. Ну, мы же сами знаете, мы вначале делаем, потом инструкцию читаем. Поэтому я хочу вначале вот так вот даже проверить. А вот так, как человек советовал, я уже пробовал. О, огонь. Теперь хочу вот так вот. Вот сразу в голове стал вот этот макетушка и вот этот кент. Если вы кент возьмете, наверное, где-то в несколько раз делаете плотнее, ну вот, наверное, получилось бы по деликатности вот что-то вот такое. Интересно. Ну да, чуть-чуть масло-то, смотрите, пену подъедает. Шарик великолепен, он объемен, он перекатывается. Вот, ребята, уберите от экранов, пожалуйста, женщин и детей. Все убрали, да? Вот грудь молодой женщины, девушки. Она по-своему прелестна, прекрасна и никогда не будет больше повторима. Она такая только в юности. Это что-то упругое, звонкое, спортивное и просто вот, ну вы знаете дальше продолжение, да? Убираем все это в сторону. А вот теперь грудь зрелой женщины, которая, и ты, это такой шарм. Это такое, это вот ни с чем не описать, понимаете? Это уже что-то зрелое, уверенное. Это что-то прям такое, знаете, что вот просто тебя чарует, и ты с башкой там готов провалиться, и просто вот ты таешь. Вот такая деликатность и такая мягкость. Здесь нет какой-то такой, знаете, вот ломовой юной упругости, а здесь есть зрелая деликатность. Вот что-то вот как грудь зрелой женщины. Понимаете, вот, ну, кто-то там сейчас там вот как у старух, там, нет, ребят, нет. Я говорю про зрелых женщин, но это, ну 30, 55, 60, вот в этом вот диапазоне. Это все. Шикарно. Мне нравится. Хорошо.
Но это не значит, что за этими помазками нужно бежать и покупать. Нет. Что кроме них других существует. Опять нет, не угадали. Это значит, что он такой есть. Покупать, не покупать, брать, не брать. Это каждый из вас решает сам. Ну и все. И мыло, смотрите, как шикарно отыграло. Да, пена несколько густовата. Но я думаю, что мы сумеем. Наверное, давайте вначале с 1.1 и лезвием жилет Silver. Правильно? Правильно. Жилет Platinum, прошу прощения. Найти дорогу. Поехали. Прошу отметить, это 4-5-дневная щетина. Однозначно. Однозначно лезвие подобрал правильно. Ни капли не жалею, что поставил именно это лезвие в голову 1.1. Бум. Ух ты, после такой заявки я даже боюсь 0.8 в руки брать, потому что, ну как бы, это-то 0.8. Ладно, давайте попробуем, смочил голову. Так, а что я делаю? Да, уже не так уверенно. Приходится по одному и тому же месту еще разочек добавлять, но тем не менее берет. Вот сейчас, не забегая вперед, 0.8 в данных конкретных обстоятельствах с 4-5-дневной щетиной, я бы сказал, брак по принуждению. То есть нет, это не ее стихия, это ежедневка, это 1-2 дня. Но по такой, да, конечно, вы побреетесь, но в любом случае 1.1, 1.3, 1.5 она в подметке в этом плане не годится. Вот вы помните ту сентенцию, волосок улетел, которую я выдал перед первым заходом, то есть про зрелых женщин и девчонок. Это все приводит к тому, что так и лежал бы, и отдыхал бы. И так это деликатно. Это, знаете, вот как крыло бабочки. Так, и ушел. Вроде не коснулось, но ты все успел почувствовать, ты все ощутил. Прикольно. Так, водички, наверное, добавлю. Ну, поехали еще разочек. 1.1. Проход номер 2. Угу. Плита 1.1. Уже на втором проходе вынужден перейти на бритье от крышки. Возможно, тут совокупность всего.
и длина щетины, и шапка пены. Но тем не менее. Ну хорошо поснимал. Ноль восьмая. Ну и, пожалуй, заключительный. Ну, то немногое, что успели набрать при заборе. Я бы не сказал, что я там долго возюкал. Но благодаря тому, что брал он сухую, то есть практически всю воду с узла вытряхнул, и мокрыми шерстинками нацепляли какое-то энное количество мыла на себя, а потом уже здесь на лице делали пену добавлением воды. Никакой тебе хомячести, все хватает, всего в избытке. Ну, с пеной проблем нет. Кто-то из ребят совсем недавно в комментариях под видео сказал: да что ты, Викторович, что там? Раньше по-морски во время, вернее, после бритья даже не промывали. Он говорит, так надольше хватало. Я фиг его знает, я за батей такого ни разу не видел. Но если это было на самом деле, ну, я тогда рад за наших предков. У них даже вот в этом плане находчивость сработала. Ну, с Богом. Угу. Вот здесь. И вот мое любимое вот это место. Но это потом еще пена нанесу. Ну, вот здесь вот мое любимое место, это одно. Здесь совсем децл. Вот здесь все чистенько. Давайте сейчас тогда это последнее уберем. Ну и сразу, чтобы потом к этому не возвращаться. Тыдынь. Хлюп сделаешь? Нет, не сделает. Воды я много не добавлял. И вот смотрите, до чего это дошло. Мокрые руки. Так, это есть.
компресс и автошейв. Парни, вот когда хорошо, оно просто хорошо. Вот сейчас, вот, слава богу, на улице не замечательные там 15, 18, 20 градусов, всего лишь 24, но это же не 35. Это так кайфово. Ничего, как жопе не липнет, и ходишь как парень. Это здорово, просто здорово. О. Ну и просто и все. Так, автошейв. Ну давай. Вау. Каждый раз, когда беру в руки эту бутылку, хочется Ярославу спасибо еще раз сказать. Ярослав, спасибо тебе огромное. Ну, конечно, это одеколон. Одеколон, но чем лично для меня он знаменательный, чем он мне нравится, это маленький праздник души. Пускай запах не самый сложный, можно сказать, даже вообще не сложный, зато он искренне, чистый и натуральный. Здесь нет никакой химозы совершенно. Пожалуй, вот лично для меня это один из самых шикарных запахов с цитрусовой направленностью. Да, несомненно, там есть еще и базовые древесные, там и всякие там другие ноты. Там всего дофига, вот кому интересно, сейчас здесь что-нибудь поставлю, посмотрите. Но как это все обыграно. Потом, когда он уже пойдет чуть-чуть на спад, да, несомненно, вы все эти деревяшки почувствуете хорошие, замечательные деревянные ноты. Но сейчас вот первый вдох, первый, который вот пресс на тебя идет, это великолепный цитрус без химозы. Здесь, понимаете, вот просто яркий, желтый, не ядовитый, а просто приятный желтый свет в глазах стоит, когда вот ты вот это вдыхаешь. На что уж я не люблю цитрусовые. Особенно, когда вот берешь там что-нибудь чистишь, да, апельсин, там, мандаринку, у тебя на руках вот эта вот кишкотня остается. Фу, так, фу, бла-бла-бла-бла, нафиг. Меня вот как серпом по одному месту. Ну, вы поняли. А здесь вот этим запахом дышать хочется. Вот настолько он вкусен и приятный. Он легкий, он спортивный, он летний. Из минусов, ну, не стал бы я называть простоту запаха минусом, но он такой, какой есть. Из минусов, пожалуй, это шлейф. Недолго тянется. Навряд ли больше, чем 2 часа. Скорее всего, может даже 1,5. Где-то вот так. А в качестве автошейва, ну, какие-то, вот знаете, если вы уверены в своем мыле, что оно вам хорошо дало, если вы используете масла при бритье, вот как я сейчас при шейв масляный, тогда вот этот вариант, а почему бы нет. А если у вас все как-то по минимуму, и за кожей вообще приглядеть даже некому, ну тогда бы я, наверное, все-таки этот вариант не стал использовать, потому что и так, и там нет, и там нет, и там нет, кожи ничего не дали, да еще бритвой прошли, а потом еще одеколончиком. Не, это было бы жестко. А вот в таких вот случаях, да, это даже по кайфу, это реально хорошо. Кожа бархатный ребенок. Это шагрень. Шагрень, и сейчас я вот даже жалею, что не послушал этого человека и не смыл масло, потому что я чувствую, что оно бы сохранилось и так, и так. То есть вот сейчас здесь нет никакого его излишка, здесь просто шагрень. Но по жаре я ее чувствую, а если бы я ее смыл, шагрень бы осталась, но я бы ее не чувствовал. Поэтому еще раз хочу подтвердить, что вот тот человек, благодаря которому вот и стали смотреть в эту сторону, был прав. И да, раз уж заговорили, принимается, пустим производство, когда, не знаю, но обязательно наладим, это уже конечный вариант, шикарно. Ну а тому человеку, кто ткнул в эту сторону, хочу сказать, да прости ты меня. Возможно, на каком-то где-то этапе я тебя неправильно понял. Возможно, среагировал слишком уж горячо. Ну, есть у меня такая черта. Могу вспылить там.
Ну, отхожу, правда, быстро. В нашем с тобой случае долго отходил, долго, но отошел. Бритье – это та тема, в которой лаяться и сраться, ну, мне кажется, последнее дело. Простишь ли ты меня? Если простишь, буду рад. Не сможешь? Ну что, мой крест, плакать не стану. Будет как будет. Так что вот за это конкретно, ну за кое-что там еще, конечно, другое, хотел бы сказать тебе спасибо. Мы тебя послушали, но сделали все по-своему. Но тем не менее, первое слово было твое. Вот за это я хочу тебе спасибо сказать. С этим разобрались. Помазок. Это не суровая необходимость, это просто для души. Вот если у вас когда-нибудь душа что-нибудь такое попросит, на, это все твое, все, на, бери. Я вот так вот могу, я и так могу, я и так вот могу, я по-всякому могу. Надо, я могу. Ну вот если что-то такое, ну тогда да, тогда стоит подумать. А если у самого там полная палата, ну так, ну это да, это уже излишество. Тем более, что, ну сами разберетесь. Мыло. Бешч, недорогая, хорошая, по всем показателям 5. Просто вот 5. За запах дополнительный балл 6. А что один-то, даже 2, 7. Вот 7 баллов я с удовольствием от души бы поставил этому мылу и ни капли бы не жалел об этом. Почему так? Промыл холодной водой, сейчас течет, потом упакую. Бритвы 0,8 и 1,1. Ребята, для меня лично, вот в первом видео я сказал, что там пускай другие свои, да. Это может быть и правильно, но как я-то к ним отношусь, тоже, наверное, следует сказать. А то так раз, что побрился, а вот теперь слушайте, что тебе скажут. Но это неправильно. Роман, я тебя услышал, ты был прав. Так вот, что 0,8, что 1,1, они для меня лично попали в какую-то очень интересную зону. Потому что не тот вот с теми лезвиями, которые вот были, вот 0,8 была Wilkinson Sword, а 1,1 была жилет Silver. Да что мне этот Silver привязался? Платина. Что, бери выше, платина. Так вот, они не попадают в среднеагрессивную. То ли они по краям как-то обстреляли, то ли еще что-то. Потому что вот того дискомфорта, который я всегда чувствую, и хождение по острию, вот чувствую, что шаг влево, шаг вправо, бумс, тебя пополам, и ты вдребезги. У меня не было. Я брился в свое удовольствие. Как так, я хз. Но в любом случае эти бритвы для меня попадают ближе, наверное, все-таки в повседневку. Потому что благодаря своей деликатности, благодаря тому, как вот они бреют, полная BBS только для людей с мягкой щетиной. Для тех, кто привык к HD34, для тех, кто привык к R89, для тех, кто привык к SLAN 37, возможно. Но для тех, у кого кожа, щетина как проволока, ребята, только на повседневку. То есть вам будет достаточно сложно. Вам нужно что-то уже полановее, там 1.3, 1.3 Open и 1.5. А вот для обычных людей, для повседневки, вот это вариант. Вот. Вот как-то так я сейчас это вижу. Еще одна очень знаменательная позиция, которую я бы, наверное, все-таки высказал по поводу Колибри, это то, что в Колибри явственно чувствуется РК. Мы ее чувствуем, я ее чувствую, ребята, вот, которые уже брили, тоже чувствуют. Если деликатность старта была настолько высока, что вы лезвие начинаете чувствовать только после 1.18 и выше, то здесь она чувствуется на протяжении всего, начиная от 0.8 и заканчивая 0.5, то есть вот полностью на всем периметре. Нравится вам это, не нравится, нужно вам это, не нужно. Без этого вы вообще жить не можете, потому что вы не чувствуете РК, и вы не можете позиционировать свой станок. Вот, возможно, это как-то поможет. Но вот для меня лично, ну, наверное, все-таки деликатность старта выше. Меня никогда не путало то, что я на старте не чувствую РК. Я брился интуитивно, у меня рука сама выставлялась, у меня все было хорошо. Здесь же с самого начала вы это РК чувствуете. Почему, я не знаю. Потому что по расчетным это то же самое, что старт, один в один. И по идее ГАП, экспозиция лезвия переваливает уже в плюсовую после 1.18. А здесь вот видите, как получается. Вот так получается. В любом случае рад, что получилось так, как получилось, потому что когда все вокруг одинаковое, ну это же скучно. А тут получается старт такой, Колибри такой, и вроде бы одно и то же, на самом-то деле совершенно разное.
Так что вот, надеюсь, вот этим вот своим разнообразием кому-то это сможет все-таки понравиться, точно так же, как понравился старт. Следующее бритье, ребята, давайте сделаем 1-3. Открытое, 1-3, закрытое, чтобы уже окончательно в этом плане расставить точки. Хотя, наверное, все-таки это запоздало, потому что, к нашему сожалению, 1-3 открытые уже закончились еще в воскресенье, их нет, выкосили нафиг все. Так что кому-то, если вдруг это захочется, ребята, йог, нету. Ну, я имею в виду плит отдельно, станки только остались. Ну а так вроде бы все. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья. И не лайтесь понапрасну. Понимаю, что редко мы это, вернее, не редко, иногда мы это не контролируем. Там что, если что, кабеля спустил, потом ходишь, жалеешь, да блин, ну хорошего человека кабель, а что, нафиг. Так вот, если вдруг даже так случится, найдите в себе силы, не поленитесь, не побойтесь, подойдите там и там как-то там ножкой так, слышь ты, ну это, давай мириться, ну и в жопу. Да, так-то мир-то лучше. Ну что-то вот типа такого. И сами увидите, как вам станет легче. Я вот сегодня вот у человека попросил прощения, ни капли не жалею, потому что мне легче стало. То есть вот я давно уже об этом думал, не первый день, а вот сегодня все-таки я это сказал, и мне стало легче. И теперь совершенно пофигу, что будет дальше. Услышит меня человек, не услышит, все равно это будет уже хорошо. Услышит, значит будет вообще все шикарно. Не услышит, ну вы-то в себе это уже переступили, вы-то в себе это уже переломали, в себе эту гордыню. Так что вот такой вот от меня сегодня еще один добрый, как я думаю, совет. Все, пока-пока. Берегите себя и до следующего бритья. А я пойду, мне тут еще хреновины делать, кетчупа делать, да хрена что делать, вот видео еще в конце концов делать. Все, пока. Cruising through the rush of us. I don't care about